Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки и подписки. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Мои подруги. Что не договаривают? Для начала делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если резонирует, значит есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь и лайк поставьте. Спасибо. Итак, какая вы? Если резонирует, узнаете себя, смотрим до конца. Какая вы? Какая девочка на расклад пришла? Интересные карты. Так, смотрите. Первая карта у меня эволюция. Говорит о чем? У кого-то это элементарно желание тут не оставаться на том уровне, на котором вы находитесь, извините, заговариваюсь, не останавливаться на достигнутом. То есть ставите планочку повыше. Это касается там, личных каких-то достижений, не знаю, планов, может быть, там, обучение чему-либо, там, образование, у кого 5-е, 6-е, у кого-то это в первую очередь сейчас во внешности проигрывается, может быть, да, проиграться. Тут девушка изображена, лицо девушки, тут цветок распускается, тут как зацветает цветок вот на лице ее. Это может быть, если у вас был период, то тут какой-то период, тут это как свинью кто-то подложил. Это может быть временные трудности, да. У меня такое ощущение, как будто бы вы выходите из этого состояния. Так вот, у кого-то, может быть, приболели, может быть, как хандра какая-то, как ручки опускаются временно, и ни черта не хочется, да, как я со своей подругой общалась. Ей хочется и там и платьишко себе покупать, и там какую-то бижутерию, и ювелирку. А у меня там проблемы со здоровьем были небольшие, и мне ни черта не хочется. Мне хочется, чтобы я была здоровой, мне вообще не до вот этого всего. Хотя это, наверное, неправильно. Но вот просто я привожу пример, что, может быть, и у вас какие-то там временные проблемы были. У кого-то с финансами, у кого-то, не приведи Господи, со здоровьем, еще что-то, может быть. Ну да, может быть, как все звезды против вас сошлись, да. Так вот, вы как будто бы с этого выходите, по крайней мере, вам уже, может быть, чего-то хочется. Кому-то хочется элементарно, уже не знаю, может, фруктов каких-то, кому экзотических, кому обычных. Кому-то вот захотелось привести себя в порядок во всех смыслах, начиная с мыслей, да. Кому-то убрать в доме захотелось в кои веки, девочки. Вот такое вот, как бы, ну, эволюция в любом случае, это улучшение идет, как будто бы и вправду жизнь налаживается, мои хорошие. Так, тут эта карта очень часто выходит на вас, муза яркая, вдохновляющая, харизматичная, тут энергетика. Талантливая девочка. По этой карте женщина умеет себя преподнести, сфокусировать на себе внимание, поддерживать это внимание. Если вам нужно, да, можете пользоваться всякими женскими штучками, да, все эти каблучки, вырезы, какая-то такая, не знаю, девочки, манкость есть у вас есть вот женственность, манкость, вот энергетика. Я повторюсь, не обязательно идеальная красотка, но привлекательная очень. Так, хороший друг, искренняя, надежная. Но вот почему-то на данном этапе такой, как будто бы, знаете, может быть, у вас какой-то то ли переломный момент в жизни, он уже, мне кажется, он как случился, или вы к этому подходите, где все более четче и четче для вас становится, ну, ясны ваши какие-то приоритеты в жизни. Чего это касается? Тут карта звезда, это может быть ваша какая-то цель, мечта, к чему вы идете, к чему стремитесь. У кого-то это реализация, у кого-то это
ну, какие-то там, допустим, примитивно бизнес-проекты, да, но тут более какой-то глубинный, то есть все-таки какая-то такая мечта, у кого-то, может, пафосно прозвучит призвание какое-то, вот вас как будто бы ведут, подталкивают к этому. И на пути к этому, ну, где-то самосовершенствованию, где-то к поиску вот этого пути к себе, в первую очередь, и к собственной реализации, к раскрытию вот этого собственного потенциала. Почему-то у меня такое ощущение, как будто бы друзья друзьями, но тут такой какой-то подтекст. Тут история невозможна. Невозможно, может быть, сейчас найти то ли единомышленников, то ли их катастрофически мало. Ну, что значит катастрофически? Вам хватает. Но почему-то тут такой подтекст, чем ближе вы подходите к этой своей мечте, цели, ну, у кого-то там, ну, может быть, смена рода деятельности, и вы в этом пытаетесь найти себя, допустим, у кого-то, опять-таки, я не знаю, к чему вас ведут по звезде, у каждого какая-то своя мечта, но как будто бы проходит вот этот отбор из друзей так называемых. Может быть, какой-то у вас этап сейчас, вы с одного места работы перешли на другое, да, место работы, или же ну, вот тут в любом случае, вот что-то в вашей жизни меняется, и какой-то круг друзей, он тоже отсеивается, как в прошлом остается. Ну, как-то так. Тут нет каких-то, я не знаю, не буду тут говорить каких-то тут коварных замыслов, или за вашей спиной там какие-то сплетни, интриги. Нет, ну как будто бы вот так показано, что чем ближе вы подходите к своей какой-то, ну, реализации своей какой-то мечты, может быть, она еще туманна, так как у вас до конца вы не определились, что это за мечта, цель, но к чему-то же вы стремитесь, к такому. Почему-то показано, что вот какие-то вот друзья остаются там в прошлом. Невозможно как будто бы то ли поддерживать с ними отношения, то ли, знаете, вот вы же меняетесь, да, понятно, что и круг общения, круг интересов тоже меняется. Другое дело, похоже, новых друзей как-то маловато. Ну, может быть, ну, это закономерно, наверное, где-то. Как сразу найдешь хорошего друга, это большая редкость, это большая удача, когда ты находишь. Но почему-то мне это карты показывают. Для кого-то, может быть, актуально, это может кому-то, знаете, как не давало покоя. Друзей больше и больше как теряешь в том плане, что кто-то остался на прежнем месте работы, кто-то остался там вообще, может, в другой стране, кто-то только по интернету общаешься. Вот как-то так, тут какой-то такой подтекст девочки идет. Но это не критично, но вот как-то так, ладно. По звезде еще, если на вас характеристика, в первую очередь это интеллект. Все в порядке у вас интеллектом, умная, талантливая. Кстати, по звезде таланты проходят, может быть, не раскрытые таланты, потому что тоже эта карта, если рядом не читать, может тоже говорить о том, что недостаточно прикладываете усилий для того, чтобы какие-то ваши таланты, способности раскрыть, где-то применить это, где-то, может быть, как поддаетесь вот, ну, как вот, на волю судьбы, как по течению где-то стараетесь плыть, ну, получится, не получится, не получится. Где-то элементарно сил не хватает, может быть, эти таланты раскрывать свои. Да, может, ждете момента какого-то. Так, внешность у кого-то типаж такой, как кинозвезды какой-то даже будет. Ну, должна озвучить. Не обязательно, повторюсь, тут идеальная красотка. Но интересная женщина во всех смыслах. Звезда. Это считается одна из самых высоких характеристик на женщину. Императрица еще есть, но звезда. Звезда, это вообще круто. Так, давайте, я даже не знаю, что, может, какие-то неприятности эти посмотрим. Ну, не знаю, думаю, у каждого они, в принципе, наверное, свои какие-то. О чем эти неприятности? Ну, вот, в общем, они так и мне и показали. Говорят, какой-то тупик был длительное время, как если тут карта Солнца, это же раскрытие дорог, это где-то раскрытие потенциала своего. Какое-то время длительное тупик. Вот не могли, может быть, вот как все против вас. Вот что-то должно было случиться, а оно не случалось. По идее, думаете, прикладывали усилия, и вроде бы все должно было получиться, случиться, открыться эти дороги. А вот тупик, вот не раскрывались. Но мне так кажется, что уже это как чуть-чуть в прошлом. Сейчас как все по этой карте эволюция, то есть все сдвигается в лучшую сторону, девочки. Ну, меня это радует.
Эволюцию в любом случае негативно никак не протрактуешь. Так. Хотя при желании... Так, девочки, сейчас вопрос. Ваши подруги, что не договаривают они? Ой, подруги какие-то. Давайте. Ваши подруги, что они не договаривают, соответственно, по поводу вас, а вас, может, вам не договаривают чего-то, да? Ваши подруги, о чем они не договаривают, что они не договаривают. Какая-то информация, связанная с вами, это информация, которая вам интересна должна быть. Ваши подруги, о чем они не договаривают. Ваши подруги, о чем они не договаривают. Ваши подруги, о чем они не договаривают. Ваши подруги. Ух ты, энергетика очень похожа на вашу. Ух ты, да ё-моё. Девочки, тут, ну, уже не знаю, вспоминайте, кто с ваших подруг ведьма, ведающая также. Хотела сказать, ведающая, это ведающая, но женщина. Тут интересные такие девочки тоже. Такой портрет. Почему-то мне показана женщина, которая увлекается таро, эзотерикой, ведьма, ведающая, мудрая женщина. Женщина, которая в прошлом такая, знаете, добрая, где-то незащищенная по карте Лотос. Человек, который старался обходить десятой дорогой какие-то там сплетни, интриги, ну, как будто бы чистая душа. Это же, повторяюсь всегда, лотос, цветок, который пробирается, поднимается с ила, с грязи, да, на дне реки, и поднимается на поверхности, распускается, и там белоснежный цветок. То есть эта грязь как-то к этому человеку не липла в прошлом. Но почему-то вот это вот ее, ну, где-то вот, я даже, у меня язык не поворачивается, наивность какая-то, ну, такая душа чистая у человека, какое-то отношение к жизни такое было, может быть, во всех видели хорошая эта женщина. Почему-то вот у нее разочарование карта, вот это своей, не знаю, как уж сказать, тактике, то есть в своем поведении, то есть в отношении людей, видать, как-то с открытой душой человек шел, с открытым сердцем, и тут разочарование в этом, потому что очень часто у нас так бывает, к сожалению, добро воспринимается как слабость, да, как Асадов, да, по-моему, Асадов, поэт говорил, добро должно быть с кулаками. Вот, мне кажется, тут такой вариант, что женщина разочарование, тут как крылья у нее вырвали. И тут карта свеча говорит о том, что человек жертвенный в прошлом был, очень много отдавал этой энергии, сама сгорала. Это может быть, кстати, у кого-то, почему-то мне такие аналогии, ну, вообще не факт, но как склад такой характера, мышления, как спасатель, как, может быть, человек, который истинно пошел, может быть, в медицину для того, чтобы помогать вот с истинными какими-то такими своими желаниями, потребность даже человека кому-то помогать, спасать, вот такое вот, как это было. Но, опять-таки, такое ощущение идет от человека, такое разочарование от людей, от человечества, от поступков человеческих. Вот опять идет карта метла. Может быть, тут метла это часто, ну, мы читаем как сплетни, да, может быть, столкнулся с человеческой какой-то неблагодарностью, грубостью, подлостью, предательством, да. Но тут больше метла это другое. Мне идет ведьма, метла и карта шут. Какое-то подозрение. Вот тут как будто бы женщина ищет себя, ищет свое истинное призвание какое-то. Женщина где-то разочарована в людях, во взаимоотношениях человеческих, да. При этом, ну, шут это тоже мне как будто поиск.
И тут женщина, кстати, ну я не утверждаю, но тут как будто бы она может пытаться где-то даже, мне прям тоже язык не сильно поворачивается, что он тут пытается какой-то увлекаться магией такой, знаете, пограничной, не совсем светлой, доброй. Может интересоваться, ну, как вариант, может интересоваться какой-то магией. Потому что вот изначально мне это добро и свет, но она как-то столкнулась, еще раз повторюсь, с каким-то таким разочарованием, негативом. И тут какое-то подозрение у нее, может быть, человек сейчас до конца не определился, но она, может быть, сама с собой борется, знаете, вот это добро и свет, а она сталкивается с тем, что вокруг нее вот это не ценится, это не востребовано. Может быть, какие-то такое вот люди ее окружают, и вот это токсичное какое-то окружение, и у нее подозрение, правильно ли она, ну, делает, что, допустим, она вот служит чему-то, какому-то делу прекрасному, доброму, светлому, людям служит. Вот какое-то подозрение, что она что-то делает в этой жизни не так. И какой-то путь сейчас, то ли ей идти по тому, который она выбрала, то ли ей кардинально менять что-то. Вот тут как-то так, девочки. Вообще эту женщину, вот эту вашу подругу, высшие силы показано охраняют, оберегают. Энергетика очень похожа на вашу, тоже такая яркая, умеет привлекать внимание, харизма, энергетика. Тут энергетика у женщины очень сильная. Может, она даже до конца не раскрыта, она в самом начале как будто бы. Вот эта карта мне почему-то, сейчас я уточню, это на кого, на нее, но почему-то мне такое идет. Сейчас, это ваша подруга. Нет, это опять-таки история, что ее в свое время могли высшие силы уберечь, отвести от какого-то мужчины, который тут самовлюбленный. Скорее всего, мужчина, который привык, что как в сети ему попадают вот эти женщины, ну, где-то самоутверждается, где-то какой-то как альфа-самец такой, герой-любовник, ну, павлин, девочки, о чем говорить. Мужчина, который сам себя на пьедестал ставит и ценит себя, обожает, эти перышки распускает. Рядом с такой женщиной вообще классно самоутверждаться в том плане, что она сама такая привлекательная. На нее обращают внимание мужчины. Вот, а тут он рядом красавчик. Ну, вот как-то так. И тут история о том, что, может быть, женщина хотела с ним семьи, кольцо. Женщина, вот эта ваша подруга, она могла в него влюбиться. Она могла испытывать к нему серьезные очень какие-то эмоции, чувства. Да, и планы строить. Ну, по факту, тут какая-то такая история. Может быть, разочарование у нее от этого мужчины осталось. Может быть, предательство, может быть, она, скорее всего, приняла желаемое за действительное. Но почему-то мне показано, что высшие силы ее от этого человека отводят. Отвели, как защитили ее. Отчасти она могла и прийти, вот это увлечение Таро эзотерикой тоже из-за него. Почему-то такую мне историю показывают, девочки. Кто из ваших, ну, у кого-то может проиграться увлечение, а у кого-то это эзотерика, вот, а у кого-то, ну, Таро. А у кого-то, девочки, история с мужчиной может быть, ну, это только такое, как, ну, не знаю, как прелюдия, да? А основное, как будто бы в ней эта сила в этой женщине могла дремать долго, слишком долго, и не могла найти выход. И сейчас как будто бы женщина пытается разобраться, каков ее путь, какова ее дорога. И тут подозрение, что она делает что-то не так. Угу. Кто-то, может быть, Таро смотрит, знаете, с какой целью? Просто разобраться, куда дальше идти, как подсказки вселенной. Какая-то такая подруга у меня ваша выходит. Интересно. Очень интересная женщина. Вот так вот положу сверху. По идее, этого человека нужно поддержать для того, чтобы он окончательно руки не опустил, не разуверился в человечности, в добре, потому что это в ней есть, а сейчас какие-то у него такие в жизни изменения, может быть, чтобы это был... О, и на этих словах кот пришел, начал, правда, кричать мне. Сейчас, девочки, это знак. Сейчас. Итак, давайте посмотрим,
что подруга вот эта вот, она не договаривает вам. Может, считает нужным скрывать от вас. Так, интересно. Так, подарок. Это подарок. Смотрите, это ваша подруга. Она на самом деле считает вас подарком. В каком плане? Может быть, подарок Вселенной, да, что вы есть в ее жизни. Она вас очень высоко оценивает. На самом деле это высокая характеристика вас, ваших качеств каких-то. Вообще она считает вас женщиной, которая заслуживает самого наилучшего. Ну, в прямом смысле, как подарков от судьбы. Ей бы хотелось, ну, да, ну, как бы хотелось, наверное, не знаю. Она считает, что по карте Солнца вы заслуживаете этого всего, чтобы у вас открывались эти дороги, чтобы все у вас было в жизни хорошо. Возможно, она считает, что у нее как будто бы есть какой-то печальный опыт общения. Она может быть замужем, эта женщина, или была замужем. Но почему-то она проводит какую-то аналогию с вами, девочки. Вот тут как будто женщина, женская судьба, вот как сравнивается. И почему-то ей кажется, что и у нее не очень удачный этот брак, союз какой-то был, есть, как в паутине запуталась. Женщина очень сильно зависит от мужчины. Может быть, какие-то созависимые отношения, может быть, отношения, где много сил потрачено уже, как вложено вот в этот союз, да, и на самом деле он не особо приносит радости, но и уйти оттуда, разорвать это все, из этих как сетей выбраться, тоже как будто бы смысла. Ну, не то, что смысла нет, нет решительности, наверное, нет какой-то, ну, прям той самой мотивации, да, вот как будто бы все каких-то иллюзорно, так, вроде бы хочется что-то изменить, но на самом деле очень много страхов, наверное, и какая-то зона комфорта. Почему-то так тут мне идет вот эта вот женщина, она проводит аналогию со своей судьбой, и вот именно с взаимоотношениями. Если вы замужем, карта кольцо, ну или она замужем, да, почему-то вот такой вот, как будто бы человек сравнивает свою судьбу, свои взаимоотношения с, ну, вашими взаимоотношениями, которые, ну, с вашим партнером у вас там складываются. Опять-таки, какие-то тут новости, сплетни. Я тут спросила, это, скорее всего, история. Опять-таки, почему-то мне вышла карта мужчина, привязанность, очищение, карта, перед этим карта лед и радуга. История о том, что вполне возможно, ну, она с кем-то обсуждает вас. Но тут не очень как-то хорошо. Тут как будто бы новости какие-то, и они как еще поверх этих новостей еще сплетни ложатся. То есть какая-то новость, допустим, о вас. Кто-то ей рассказал, и это сверху еще какими-то небылицами, ну, дорисовывается.
Ну, не знаю, подруга все-таки, не знаю, по идее должна остановить эти сплетни. Но тут как будто бы история о чем? О том, что, допустим, в вашей жизни какой-то период, опять-таки, девочки, ну куда я это дену? Вот вы, допустим, желали чего-то или к чему-то стремитесь. Тут карта плод, она такой магический этот подтекст имеет. Видите, тут ребеночек сидит, и тут сверху этот как песочек, песочные часы. По идее, эта карта говорит о том, что чуть ли не как магическое воздействие, что вот вы хотите чего-то, что-то получить, достичь, а оно не сбывается, как прямо вот как барьер, как ставить. Я надеюсь, это в прошлом, девочки, потому что это уже как будто бы говорят об этом, какие-то вот сплетни, ей, может быть, кто-то об этом говорит. Как какой-то, как какой-то барьер, как вот тут что-то кто-то вот ставит как палки в колеса. И это может длительное время все происходить. Тут карта тучи, это неприятности какие-то сгущаются. Тут карта грязь и манипуляции, девочки. Вплоть до того, что у кого-то эта история может касаться. Почему-то мне в первую очередь все-таки идет, как будто бы могут говорить о том, что если у вас отношения с каким-то мужчиной есть, то они, ну, сейчас то ли тучи сгущаются, то ли как будто бы нет того желаемого какого-то гармонии, любви, поддержки. Может быть, тут карта грязь и манипуляции, вплоть до того, что может быть какие-то манипуляции, шантаж какой-то. Ну, я не в прямом смысле, там, когда вам говорят, там, супруг говорит, так, если ты от меня уйдешь, я не знаю, там что-то опубликую, там, наше интимное, не знаю, видео. Нет, тут какие-то могут быть у кого-то шантаж, там, может быть, если мужчина временно там потерял, ну, не знаю, у кого-то трудоспособность, у кого-то работу потерял, то вплоть до того, что шантаж рассказывать, чувство вины вызывать, что когда у меня там были, там, допустим, средства, деньги я вкладывал, тогда я был нужен, а вот сейчас я не нужен. Вот я примеры такие какие-то привожу, может, какие-то детские, наивные, ну, просто как пример. Или же тут какие-то манипуляции, вплоть до того, что тоже может мужчина, допустим, если вы не слишком материально стабильны, то, а у него наоборот, как бы рычаги управления есть, да, и он может управлять вами, тоже манипуляции какие-то. Почему-то тут вот какие-то вот сплетни, но эта подруга молчит о том, что вот об этом говорят за вашей спиной, что вот отношения, вот, скорее всего, как-то с мужчиной очень некрасивые. Где-то идет какие-то перекос вот, в худшую сторону. При этом опять-таки, я же говорю, как какая-то аналогия. Она просто смотрит, и она понимает, что у нее те же, допустим, те же самые ошибки, как она это воспринимает, которые вы совершаете, вот и она совершает. Будто бы охлаждение, может быть, у нее тоже в отношениях с мужчиной, может быть, охлаждение. И вы, и она, ясное дело, хотели по карте радуга, счастья, тут процветания. Вы считали, когда вы входили, допустим, в союз с кем-то, что это закроет там ваши потребности, самые высокие ожидания, они воплотятся, все реализуется. Как-то с мужчиной связано. И тут как будто бы мужчина и прелесть, как будто бы руки связаны. Я же говорю, как будто бы что-то людей связывает. Неоправданные какие-то надежды, но при этом много, видать, туда сил, энергии вложено уже. Как будто бы отношениям нужна перезагрузка, очищение. Я не говорю разрушение, да, проще всего сказать, все, руби, бросай, разводись, расходись. Нет. Но тут вот как будто бы вот эта вот женщина, подруга, она не договаривает того, что она где-то видит в ваших поступках, ну, как отражение своих. И она понимает, что это как-то что-то неправильно вот происходит, что-то как-то... Но ей бы хотелось, я думаю, изменить и свою жизнь, и чтобы у вас она в лучшую сторону менялась. Очищение, как будто бы вот тут неправильные какие-то, у кого-то родовые программки, да, у кого-то там, если мамы, бабушки там на пьедестал мужчину ставили, да, пылинки сдували, сами жертвили, и карьерой жертвовали, и своими какими-то потребностями в угоду там мужчине, в угоду для того, чтобы мужчина какой-никакой, да, пусть какой-то там, какой не есть, там,
алкоголик, плешивенький, там руку поднимает. Ну, мужчина есть же, да, у кого-то, а у них никакого нет мужчины. В общем, какой-то такой мог проигрываться сценарий. И он как-то незримо мог передаваться, девочки. Почему-то тут у многих такое может пройти. О чем она еще не договаривает. И опять все это покрыто, вот как какой-то замок и длительное время. Ну, где-то умалчивание вот этой проблемы. Может быть, отношения с мужчиной все хуже, 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 нагнетается. Вот идет такой, идет, вот какой-то нисходящий. Угу. Такое может быть. Я бы могла сюда сказать, что это отношение может быть не обязательно с мужчиной, а еще там, уже не знаю, там какие-то рабочие отношения. Хотя тут везде как проходит вот мужчина, кольцо, это как семейная карта. Ну, как будто бы не очень радостные какие-то и перспективы по поводу брака, союза, не очень радостные ожидания. Вот тут как-то так, вот тут почему-то. Будто бы много уже, ну не буду говорить тут боли, но такого токсичненького много, дискомфорта. И чего-то такого, знаете, как будто бы вот о чем она молчит, не договаривает, может она видит это. Но я повторюсь, у нее ситуация в чем-то очень похожа на вашу. Она видит то, что, допустим, как будто бы вы можете закрывать глаза на то, что оно идет уже наперекосяк как-то. И вы как махнули рукой, уже как будет, как есть, так есть, все. Вот тут как будто бы, ну, не хочу. Или как это, Скарлетт О'Хара, да, из «Унесенных ветром». Я подумаю об этом завтра. А завтра добавляется еще новый ворох каких-то проблем. И вот это вот эти вот какие-то невыговоренные обиды, непроговоренные, какие-то ожидания нереализованные, разочарования. Это все еще тут карта тучи, как нагнетается. Какая-то грязь, может быть, то, что хотите задвинуть подальше. Может, опять-таки, какие-то, повторюсь, обиды, где-то разочарование. Это все плюс манипуляции. Ну, вот тут как будто бы эта подруга ваша, она вот не договаривает, не говорит о том, что она все это видит, и она понимает, что вот так, как оно идет, вот, очень глупо, ну, скажем так, надеяться, что оно само по себе разрешится. Как будто бы, может быть, вы там можете где-то, ну, не обязательно там пожаловаться, ну, где-то там проговорились, да, вот там то случилось, там то. Может, она пару раз с вами говорила, так, ну, решай что-то, делай что-то, а вы, ну, потом, может быть, вы даже и пожалели, что сообщили, сказали о чем-то. Вот как будто бы потом оно как умалчивается, как замалчивается, идет, как идет. Ну, я повторюсь, очень глупо надеяться, что, совершая одни и те же действия, изо дня в день вы можете изменить картинку происходящего. Ну, идет как по накатанной уже. Вот. Ну, и она это прекрасно понимает. Ну, просто молчит. Потому что, ну, а что толку говорить, может быть? Ну, почему-то мне так идет. И опять-таки, это история про границы. Смотрите. Карта. Человек обрисовывает вот в этом квадратик такой вот, он обрисовывает эти свои границы личностные. Опять-таки, может быть, она не договаривает, но она прекрасно понимает, что каждый день, вот если кто-то там с вами вступает там в какие-то конфликты, пытается манипулировать вами, вот тут карта манипуляции, прям смотрите, мужские такие руки, как продавливают эту женскую голову, пытаются там что-то управлять. Причем карта грязь, это грязные манипуляции. Чувство вины, стыда, чувства могут вам навязывать. Может быть, пытаются в вас вселить вот это вот, как навязанная беспомощность, да, когда вы сами по себе там до брака, допустим, до союза, и все успевали, и все у вас было прекрасно там, и бизнес налажен, и море общения, друзей, подруг, какие-то проекты и творчеством занимались, и на все хватало времени, да. А тут, может быть, так иногда бывает, да, когда много лет там в каком-то союзе браке, потихоньку такое ощущение, как будто бы вы, а как мужчина даже может говорить, да что ты без меня, да ты как будто бы, да кто ты без меня, это между строк так вот. Тут тоже может такое быть. Опять повторюсь, границы это вот она не договаривает того, что вы где-то позволяете переходить эти границы, где-то уже давным-давно позволили кому-то, может не всем,
Может, кому-то близким, родным. Не буду тут уже мужчину бедного этого приплетать. Ну, близким, родным, может быть, коллегам по работе. Вот эти вот какие-то границы переходите, как будто, ну, позволяете им переходить. Вот в этом причина. Вот это основное, что она не договаривает. То, что она видит, но она молчит об этом. Отчасти, может, молчит, потому что близкие, родные люди не хотела бы делать вам больно. Может быть, потому что она понимает, что у нее точно такие же проблемы где-то. Знаете, как человек анализирует и просто старается не то, что на ваших ошибках учиться, но, по крайней мере, какие-то звоночки замечает, что, допустим, у нее не было так в чем-то, как у вас. Может быть, у нее в чем-то в 1000 раз хуже. Ну, вот в этом вот она не хотела бы повторения. Хотя у нее очень похожая ситуация. Опять-таки, не договаривает. А знаете еще, чего она не договаривает? О том, что она понимает, что для вас очень важно дом, семья, карта аисты. И то, что вы надеетесь на поддержку высших сил, что все равно как-то оно, ну, в лучшую сторону изменится. Но опять-таки она не договаривает вам, что она, ей кажется, что это всего лишь какие-то мечты. Видите, тут как Алиса в стране чудес держит это фламинго в руках розовое. Это настолько какой-то сюр, как оторвано от реальности, от жизни. Почему-то она видит вас такой какой-то девочкой, такой мечтательной, наивной где-то какой-то, которая верит в это волшебство и почему-то вот надеется на то, что, ну, помогут высшие силы, ну, как-то все сложится, ну, может, в лучшую сторону это изменится. Вот тут такой подтекст, девочки. Ну, как-то так. Я вижу, что она хотела бы для вас лучшего. Ей где-то вот это все больно, печально смотреть. Где-то она пытается это как-то по полочкам разобрать, для себя даже разобраться, что не так. Она прекрасно понимает, что основа основы это нарушение ваших личностных границ. Но она как бы где-то вас даже оправдывает, потому что она понимает, что, ну, и вы близкий человек, и рядом с вами вот эти люди, которые нарушают эти границы, они для вас являются этими близкими людьми. Все она понимает, но где-то она вас считает все-таки наивной и все-таки человеком, который, наверное, где-то пребывает в каких-то иллюзиях. Со стороны кажется, что, может быть, даже где-то глупо надеяться на то, что из вот этого всего выйдет какой-то, знаете, такой совершенно какой-то иной исход будет, девочки. Как будто по мгновению палочки все изменится в лучшую сторону. Тут, скорее всего, тут между строк, наверное, ей бы хотелось, чтобы вы где-то свои границы все-таки проработали, где-то хоть в малой степени хоть пытались давать этот отпор, хоть как-то, ну, больше думали о себе все-таки, потому что просто надеяться на поддержку высших сил и самой не особо прикладывать усилия, пускай даже по мелочам, ну, сами понимаете. Многое в жизни зависит и от нас, девочки. Вот как-то так, мои хорошие. Вот такой сегодня вышел расклад. Спасибо за то, что вы были со мной. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Благодарю за то, что вы были со мной.